2 сентября, светает, а я уже прошла 5 километров по пути Рабаналь. Остановилась позавтракать и как будто парад принимаю. Вот они, велосипедисты. Все приветствуют друг друга. Buen camino. Еще одна гостеприимная деревушка на пути. Здесь предлагают и альберго, и позавтракать. Но мне пьет. Столько развалин вокруг. Брошенное жилье. Люди уходят в города. Осталось всего 250 километров. Ну вот, начались камушки на дорожке. Сегодня у меня такой альберго муниципальный. Я, похоже, первая. Сейчас посмотрим. Еще никого нет. Но на двери записка, что можно войти, выбрать место. Вот я себе уже место выбрала. Буду отдыхать. Городок очень понравился. Старые камни и современные дома, стилизованные под старинную кладку. Тихо, спокойно. Всем привет! Ну что вам сказать, сегодня свою норму я выполнила. Не скажу, что это было очень тяжело. 21 километр. Для меня это много, но неожиданно для себя я их сделала. Меня все обгоняли. Обгоняли молодые, ну это понятно. Обгоняли люди довольно пожилые, глядя на которых я думала: о, он еле идет. Нет, он меня обгоняет и идет в 2 раза быстрее меня. Но это все еще, это полбеды. Меня обгоняли велосипедисты, глядя на которых я каждый раз пускала слезу. И вдобавок ко всему, когда я уже пришла, поселилась в альберго, заехал испанец на точно таком же велосипеде, как у меня. Я когда увидела тот велосипед, я слезу пустила. Как я хочу путешествовать на велосипеде. Очень хочу. Ну, а сейчас я сижу в испанской деревушке, в горах, где-то далеко. Я даже название ее, наверное, не запомню. Очень устала, конечно, пришла. У меня километраж небольшой по местным меркам. Народ в основном идет 30, 25, 30, 35 километров. Некоторые 40 идут. Ну, я потихонечку, черепашьими шажками. Вот. Но все равно я очень устала. Пришла, часа 2 просто тупо лежала. Потом пошла гуляла. Ну, сейчас хотела себе поужинать. Все хорошо. Но если не считать, что я совершенно сбила ноготь, и это, заметьте, в сандалях с пальцами в свободном полете. Но я ни разу не спотыкалась. Они почему-то вот сбитые. Нашла у себя совершенно синий палец. И теперь не знаю, завтра, послезавтра предстоят крутые подъемы, крутые спуски. Ну,
как-то буду ползти. Не буду планировать себе большой километраж, может быть 10 километров, больше. Ну, посмотрим, как пойдет. Если меня здесь дождями не смоет и моими соплями по поводу проезжающих мимо велосипедистов, то, может быть, и дойду. Сегодня 3 сентября. Вот такой мой путь. Иду из деревеньки Рабаналь в деревеньку Ацебо. Рассвет. Каждое утро меня потрясает то, что я встаю и иду. И это прекрасно. Похоже, это моя первая вершина в этом приключении. И, как всегда, все затянуто туманом. Стоит забраться на какую-то горку. Так и в жизни часто не знаешь, где твой путь. Кругом туман. Но красиво. Только что увидела памятный знак. Некая Линда, 63 лет, из Испании. Мятежный дух ее нашел здесь свое успокоение. Ну, наверное, лучше, когда это происходит где-то в горах, когда человек счастлив, чем долго и мучительно дома в постели. Ну, а я не буду торопиться. Надо все-таки оценивать свои силы правильно и не брать ношу тяжелее, чем ты можешь нести. И в прямом смысле, и в переносном. Первые лучи солнца. Это так красиво. Наконец-таки хоть какая-то живность. Деревенька на моем пути. Здесь тоже альберги, бары. Пилигримы, которые ночевали здесь, уже далеко ушли вперед. Но ничего, придут другие. Может быть, выпью здесь кофе. Сегодня день пасмурный. Я на очередной вершине. Очень красиво. Ну, а мой путь ведет туда. Обогнал меня испанец на таком же велосипеде, как мой. Мы пожелали друг другу счастливого пути. Вот он, знаменитый крест, куда путники приносят каждый свои грехи в виде камушка и оставляют его здесь. И молят каждый о своем. Мои молитвы все об одном. Я молю о победе своей страны в этой страшной войне. Все мои мысли об этом. Мой камушек, конечно, не из Украины. Мой камушек с красивого острова Мадейра. Но все равно. Пусть хоть так. Очень многие приветствуют меня, видя сердечко у меня на груди с символикой Украины. Говорят, каждый на своем ломаном: «Слава Украине!» Я отвечаю героям слава и рассказываю им, что наша страна обязательно победит, но нам нужна помощь. У нас все есть для победы, но нам нужно очень много оружия. Слава Украине! Очень странно, но мне после этого креста показалось, что часть камней с души сбросила. Даже идти легче стало.
Oh, buon camino. You are so beautiful. Great place, my friends. А вот эти девушки из Канады не случайны в моем видео. Мы пересекались сегодня несколько раз, а сейчас они ушли по маршруту дальше. Увидимся ли еще? И вот я подхожу к еще одному знаковому месту на пути. Говорят, что однажды пилигрим настолько проникся, что нашел здесь приют, остался, отремонтировал эти домики и сейчас принимает пилигримов. И вполне счастлив. Здесь нет электричества, нет воды, нет канализации, но тем не менее это очень благостное место. Счастливо увидеть, что здесь флаг Украины. Вот. И еще прямо на входе. Вот мы видим, наверное, хозяина. Вот еще прямо на входе флаг Украины. Бон диа! Я продолжаю свой путь. Сегодня мне предстоит пройти всего лишь 17 километров. Дело в том, что увидев в маршруте, что мне предстоят сегодня горные подъемы и спуски, я не стала планировать много для себя. И, собственно, правильно сделала, потому что я очень давно не была в горах. Я очень скучаю по Карпатам. И иду сегодня медленно, останавливаюсь в каждом красивом месте. Я просто иду сегодня с наслаждением. Сегодня какой-то удивительный вообще день. Мне очень много встречается людей на пути, которые, узнав, что я с Украины, тональность разговора сразу переходит на сочувствие, поддержку и уверенность в том, что Украина победит. Это, конечно, очень приятно и очень поддерживает. У меня просто начинают отрастать крылья. Только что меня обогнал велосипедист из Франции. Он увидел символику на моем рюкзаке, остановился, пожелал нашей стране победы. Мы с ним вспомнили слова, известные во всем мире, кричалки. Он подарил мне ракушку, которую он везет с Франции. И мы продолжили свой путь. В предыдущем видео я рассказывала об альберге, о ските, в котором живет совершенно удивительный в своем колорите испанский отшельник. Так вот, проходя мимо, увидев два больших украинских флага на территории его скита, я, конечно же, подошла поздороваться, поговорить с ним. Он занимается изготовлением сувениров из металла и дерева. У него там есть наковальня и разные другие инструменты. Он сказал, что он сделал нож специально для и чтобы тот не показывался ему на глаза. Ну, вы представляете? И что еще? Я совершенно точно знаю, что тот флаг, который висит прямо на входе в его скит, принес сюда Сергей Нагорный. Так что, Сергей, все в порядке, флаг на месте, все будет хорошо. Слава Украине!
Подъемы закончились. Начался спуск. Вот такой каменистый. А дальше путь поведет к следующим вершинам. Буэн Камино. Уже чувствуется осень, но краски у природы бесподобные. Прекрасный вид. Очень хорошо видно отсюда Понтефраду. Я там буду послезавтра. Но меня ждет альберге в поселке Ацебо, до которого еще 5 километров пути. Нет, ну вы скажите, это можно выдержать? В следующий раз поеду на велосипеде. Вот опять достаточно крутой и сыпучий участок спуска. Я думаю, что во время дождя здесь может быть не очень комфортно. И вот, наконец, Ацебо, где я планирую остановиться. А дальше Понферрада. Завтра я буду там. Деревушка Ацебо. Здесь мне нужно найти ночлег. Сегодня у меня прекрасная альберга. Комната на 4 человека. Вот мое нижнее место. Здесь есть даже индивидуальный свет, розеточки, ячеечки для ценных вещей и прекрасный вид из окна. Альберга новый. Здесь есть спа, бассейн. Вид хороший. Вот такая душевая комната. Много кабинок. Довольно комфортно. Немного отдохнула. Иду искать меню пилигрима. Реально цены уже не такие, как блогеры обещали, 8-9 евро, а уже 10-14, включая напитки на выбор, вода, вино или пиво. Много и вкусно. Иногда стоит себя хорошо покормить. Хотя фрукты и хамон с булкой из супермаркета тоже иногда неплохой вариант. За ужином пригласила к себе за столик девушку. Американка Кристи. Идет уже 30 дней. Проболтали часа 2. Я ее поблагодарила за огромную помощь, которую оказывает нам ее страна. Она сказала, что очень хочет побывать в Киеве. Надеюсь, что мы увидимся еще на пути к Кристи.